Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами будем вышивать вот такой цветочек. Подготовьте схему, ткань. Ткань возьмите, особенно если вы начинающие, то лучше светлую, потому что на темной вышивать труднее. Ткань обязательно подготовьте, постирайте. Если это у вас хлопок или лен, обязательно постирайте, чтобы ткань дала усадку. У меня это лен с хлопком. Я буду вышивать прямо так. Но вы посмотрите, если у вас рыхлая ткань, то можете ее проклеить флизелином или тонким дублерином. Еще нам понадобятся пяльцы. Размер пялец такой, чтобы полностью помещалась в него наша вышивка. То есть вот посмотрите, вот так вот рисунок. Я накладываю пяльцы и смотрю, что наш рисунок, он полностью входит в пяльцы. И размер ткани должен быть такой, чтобы можно было полностью заправить в пяльцы. Если вдруг у вас размер ткани меньше, чем пяльцы, и они полностью не заправляются, то тогда можно со всех сторон пришить полоски ткани и уже тогда заправлять. У меня размер пялец 14 сантиметров, а ткань 23 на 22,5. Пяльцы, смотрите, у меня пяльцы пластиковые, я использую. И я обмотала нижнее кольцо тканью. Просто взяла ненужную ткань, разрезала ее на ленты и обмотала. Хорошо будет, если у вас обмотано будет и верхнее, и нижнее кольцо. Но вот с такими пяльцами вообще довольно сложно, потому что если я обмотаю еще и верхнее, они у меня просто не будут закрываться. Вот этот винт, он не будет закручиваться. Поэтому хотя бы нижнее. Это нужно для того, чтобы мы при вышивке вот в этом месте, где мы заправляем ткань в пяльцы, после этого у нас остается полоска от пялец, и она очень тяжело удаляется. А вот таким образом, когда мы обматываем пяльцы, то ткань травмируется меньше, и полоска эта удаляется уже легче. Первое, что нам нужно сделать, это перевести схему на ткань. Есть несколько разных способов, и я сейчас вам покажу два из них. Для первого способа нам понадобится схема, ткань, копирка и ручка. Можно ручку, которая не пишет, использовать. Вот так мы накладываем копирку, потом сверху накладываем схему. Можно использовать бумажный скотч и вот здесь вот зафиксировать схему, чтобы она не сдвигалась. Особенно это актуально, если схема какая-то довольно большая и сложная. И просто мы берем и обводим линии. Соответственно, они отпечатываются здесь на ткани. Я этого делать не буду, потому что я переведу схему другим способом. Но что важно, если вы используете копирку при переводе рисунка на ткань, тогда помните, что когда вы вышиваете, линии от копирки должны оставаться внутри вышивки. То есть закрывайте стежками эти линии, потому что неизвестно, отстирается она или не отстирается. И таким образом вы себя обезопасите на будущее. А я буду переводить рисунок на просвет. Это мой любимый способ. Воспользуемся обычным окном. Возьмите схему. Я прикрепила уже с помощью бумажного скотча на стекло. Теперь берем нашу ткань, постиранную и отутюженную, и прикрепим ее поверх рисунка. Тоже с помощью бумажного скотча. Я вам советую использовать именно бумажный скотч, потому что от него не остается потом следов на стекле. Как видите, все прекрасно видно. Я беру ручку, которая исчезает от горячего. Это ручка «Пиши-стирай». Вы можете взять простой карандаш, лучше мягкий, либо маркер по ткани. Лучше использовать маркер по ткани, который исчезает от воды. Фантомный маркер я вам использовать не советую, потому что линии от него слишком быстро исчезают, и мы не успеем вышить. И начинаем перерисовывать на просвет. Теперь можно заправить ткань в пяльцы. И, кстати, я вам советую, если у вас есть машинка, которая шьет зигзагом, то обметайте края ткани. Так они у вас не будут сыпаться, и вам будет удобнее вышивать. Я уже показывала, как заправлять. Но покажу еще раз. На нижнее кольцо накладываем ткань с рисунком. Примерно рисунок, чтобы был посередине. И еще, чтобы
от краев рисунка до кольца пялец было не меньше 2 сантиметров. Накладываем верхнее кольцо. Тут еще такой один лайфхак. Как расположить верхнее кольцо. Смотрите, если вы правша, так же как и я, то вам удобнее будет располагать винт сверху и немного повернуть вот так влево. Тогда, когда вы будете вышивать, вы не будете задевать нитью за вот этот винт. А если вы левша, то, соответственно, наоборот. Поэтому я чуть-чуть вот так поворачиваю. И сейчас буду закручивать винт. Немножко закрутили, потом давайте подтянем еще. Следите за тем, чтобы рисунок не перекашивался. Это тоже важно. И, кстати, вот эта обмотка пялец, она нам помогает натянуть ткань получше. Ну вот и все. Ткань у нас натянута. Достаточно хорошо. И теперь можно приступать уже к вышивке.